И снова всем привет! Сегодня покажу вам еще одного интересного бота, который можно добавить к себе на стрим, который имеет очень полезные функции, лучше, чем Nightbot. В общем, первым делом заходим на сайт Streamlabs. Потом нажимаем авторизоваться. Нажимаем продолжить с YouTube. Сейчас я, в общем, эту манипуляцию совершу. Ну и покажу, что дальше делать. Так, все, мы зашли, значит, на страницу. Жмем перейти в приборную панель. Здесь ставим, какой вам нужен язык. В моем случае это русский. Вот, дальше. Нам нужно сделать его, этого засранца, короче, модератором. Заходим в ссылочку облачный бот. Вкладка. Копируем вот эту вот ссылку. В общем, нажимаем копировать. Открываем нашу творческую студию. Вот она у меня открыта, в общем. Заходим в настройки, сообщество и добавляем сюда. То есть просто, грубо говоря, копируем, нажимаем Ctrl-V. Вот он у нас Streamlabs. Все, мы нажали, он у нас появился. Жмем сохранить. Все. Здесь нам больше делать нечего. Дальше. Дальше нам нужно добавить команды нашему боту. То есть открываем команды по умолчанию. То есть вот здесь нам нужно пользовательский добавить. Жмем добавить команду. К примеру, нам нужно добавить команду со словом там чай, кофе, что-нибудь такое прочее. Пишем чай. Так. Ну, сюда пишем наш текст. То есть забегайте к... Дальше я вам покажу, что сюда написать. Далее обязательно заходим в расширенные. Туда пишем ключевые слова. Пишем чай, Enter, кофе, Enter, молоко, вода. Да, короче, какие вам нужны слова. Все, нажимаем подтверждать. Перевод охерительный. Ну ладно. Далее. Чтобы добавить, бот кидал название канала и ссылку, мы заходим в умолчанию. Нет, вот, переменные. И здесь вот ищем. Ну, в общем, не буду вас томить. Просто я скопирую, ну и добавлю это все в описании. То есть жмем пользовательский, жмем изменить. Здесь мы прописываем сюда username. Это у нас название канала. И далее идет у нас ссылка. Ссылка у нас будет выглядеть вот так. То есть будет там, кто пишет чай, кофе и всякое прочее, что здесь мы сюда добавляем. Бот нам будет отвечать: забегайте к Васе Форточкину, и ссылка. Все, нажимаем подтверждать. Все, команда у нас добавлена, как вы видите. Так, переменные дальше. Смотрите, что здесь еще вам нужно, какие команды, на что ссылки. Здесь можно все посмотреть, полистать. Здесь все есть, много чего интересного, много чего бесполезного. Так, но это еще не все. Пользовательские. Вы, например, напишите кто-нибудь слово, например, весна. Пишем сюда весна. Здесь пишем текст, какой вам нужен. То есть, к примеру, кто-то напишет: какая сегодня замечательная весна. Вы пишете боту ответ. О да, весна в этом году замечательная.
Туда ключевые слова пишите. Весна, весной, весну. То, что связано с весной. Жмем подтвердить. То есть при написании слов из расширенного вот этих вот, к примеру, кто-то напишет, какая сегодня хорошая весна, или когда весна, или что это за весна, бот будет отвечать: о да, весна в этом году замечательная. Вот, в общем, вот такой вот замечательный бот, на самом деле, Streamlabs, он отвечает на те слова, которые не обязательно должны быть стоять первыми. Если это слово в тексте есть, он обязательно даст на это слово ответ. Очень классно, очень удобно. То есть вот легко и просто добавить таким вот образом вам нужные слова. И будет бот отвечать на них все четко, ровно и классно. Так что, ребят, вот как-то так. Пробуйте, добавляйте. Да, забыл сказать, еще нужно галочку включить вот эту обязательно, чтобы бот у вас работал. Вот. Ну, вот и все. Дерзайте. Пробуйте. Добавляйте. Пишите ему классные фразы, на которые будет он давать ответы. Точнее, он будет фразы давать на ключевые слова. И у вас все получится, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.